Чистка в Манчестер Юнайтед. Новый Лео Месси. Тюремный срок для Дани Алвеса. Мауро Икарди в Реале. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать, что у меня есть группа ВКонтакте и телеграм-канал, в которых выходят актуальные новости из мира футбола. Ссылки на них вы сможете найти в описании к этому ролику. Вчера состоялась жеребьевка стыковых матчей Евро-2024. Мероприятие прошло в Доме европейского футбола в Ньоне. По итогам жеребьевки определился путь сборных Украины, Финляндии и Исландии. Жеребьевка пути С не проводилась, все пары автоматически определились ранее. Полуфинальные пары стыковых матчей выглядят следующим образом. В пути А находится матч Польша-Эстония и Уэльс-Финляндия. В пути Б находится Израиль-Исландия и Босния и Герцеговина-Украина. А в пути С уже ранее известные Грузия-Люксембург и Греция-Казахстан. В рамках трех стыковых турниров 21 марта будут сыграны 6 полуфиналов, 26 марта 3 финала. 3 победителя финалов станут участниками предстоящего чемпионата Европы в Германии. Более 10 игроков могут уйти из Манчестер Юнайтед в ближайшие 2 трансферных окна. Об этом сообщает Manchester Evening News. По информации источника, Красные Дьяволы намерены продолжать следовать стратегии чистки состава. Прошлым летом команду покинули 12 футболистов. Клуб не планирует останавливаться на достигнутом. Еще 10 игроков могут уйти из английской команды во время летнего и зимнего трансферного окна в следующем году. Контракты вратаря Тома Хиттона и защитников Джонни Эванса, Альваро Фернандеса и Брэндона Уильямса истекают в конце сезона. Манкунианцы на данный момент не желают продолжать сотрудничество с этими игроками. По различным причинам находится под вопросом и дальнейшее пребывание в английском клубе таких футболистов, как Донни Ван де Бек, Виктор Линделев, Мейсон Гринвуд, Джейден Санчо, Антони Марсиаль, Софьян Амрабат, Кристиан Эриксон и Казимира. Мадридский Реал рассматривает вариант с подписанием нападающего турецкого Галатасарая Мауро Икарди, целью того, чтобы заменить вингера Винисиуса Жуниора, который ранее получил травму бедра. Об этом сообщает Туто Меркато. По информации источника, сливочные могут приобрести аргентинского нападающего в грядущее трансферное окно. При этом подчеркивается, что Реал готов заплатить за 30-летнего футболиста 15 миллионов евро. Прокуратура Испании просит приговорить бывшего футболиста Барселоны Дани Алвеса, обвиняющегося в изнасиловании, к 9 годам тюремного заключения. Об этом сообщает Кадена Сер. По информации источника, испанская прокуратура также требует от бразильского футболиста компенсацию в размере 150 тысяч евро для жертвы. Алвес находится под стражей в каталонской тюрьме уже больше полугода. В январе ему выдвинули обвинение в изнасиловании 23-летней девушки в ночном клубе Барселоны. Ранее появилась информация о том, что суд Барселоны завершил расследование по делу Дани Алвеса, и в скором времени должна начаться стадия судебного разбирательства, по итогам которой в отношении бразильца будет вынесено решение. FIFA расследует драку на трибунах Мараканы перед матчем Бразилия-Аргентина. Матч квалификации к чемпионату мира начался с задержкой на 27 минут из-за беспорядков на стадионе. Во время исполнения гимнов на одной из трибун, где присутствовали как бразильские, так и аргентинские болельщики, началась стычка. Полиция отреагировала жестко и применила дубинки против болельщиков. Президент FIFA Джанни Инфантино осудил действия полицейских. Насилию абсолютно нет места в футболе и в обществе. Как сообщает Globo eSport, Бразильская футбольная конфедерация может быть подвергнута штрафным санкциям, поскольку, согласно регламенту FIFA, в данном случае она несет ответственность за обеспечение безопасности проведения матчей и, как следствие, за любые инциденты на стадионе.
Отмечается, что в качестве санкций в отношении конфедерации может быть применен штраф, полное или частичное закрытие трибун, либо дисквалификация Мараканы, а также проведение одного или нескольких матчей на нейтральном поле. Кроме того, возможно снятие очков в отборе, либо дисквалификация команды. При этом крайний срок принятия решения не установлен, так как следующие матчи отбора сборная Бразилии проведет только в сентябре 2024 года. Реал Мадрид и Барселона нацелены на нападающего Палмейрас из Тевао, сообщает Релево. Утверждается, что стиль игры молодого таланта напоминает Лео Месси. Он привлек внимание многих европейских клубов своими выступлениями за молодежную сборную Бразилии на чемпионате мира до 17 лет. В его контракте прописан пункт отступных в размере 60 миллионов евро, что очень внушительно, как для 16-летнего футболиста. Клуб саудовской профессиональной лиги Аль-Хиляль присоединился к гонке за нападающим Барселоны Рафиньей. Аль-Хиляль надеется заменить травмированного Неймара в следующее трансферное окно, поэтому возобновил интерес к Рафинье после неудачной попытки подписать его минувшим летом. Рафинья отклонил предложение не только Аль-Хиляля, но и предложение из Премьер-лиги, поскольку его желанием было остаться в Барсе. Ливерпуль и Тоттенхэм входят в число клубов, которые также следят за ситуацией бразильца. Манчестер Юнайтед может быть исключен из ЛЧ в следующем сезоне из-за сэра Джима Рэдклиффа. В данный момент Рэдклифф находится на пороге приобретения 25% акций Юнайтед за 1,3 миллиона фунтов. Нюанс состоит в том, что Рэдклифф также владеет Ниццей, которая очень достойно выступает в этом сезоне, и сейчас находится всего в одном очке позади лидирующего ПСЖ. Правила УЕФА насчет клубов с общими владельцами гласят, что Юнайтед и Ницца смогут одновременно выступить в Еврокубках, только если их встреча будет исключена. Это будет возможно лишь в том случае, если одна команда автоматически попадет в групповую стадию ЛЧ, а другая напрямую попадет в Лигу конференций. В случае, если и Юнайтед, и Ницца квалифицируются в ЛЧ через свои национальные чемпионаты, то допуск в элитный европейский турнир получит только занявшая более высокое место команда, тогда как другая будет исключена из соревнования. При равенстве позиций красные дьяволы получат преимущество благодаря более высокому рейтингу АПЛ.